Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, девианты. Начинаем наш эфир. У нас сегодня их аж три. Первый с Анастасией Пилявской, которая вам хорошо известна. Разберем Индию и Пакистан, потому что у всех на ушах, ну да, на устах, на ушах, у всех на устах. Сегодня эта тема, и в уши жужжат, соответственно, мои подписчики, что там, что там. Второе, это Кущ Алексей, тоже разберем, экономические всякие тренды, украинские и глобальные. И третий, Алексей Арестович. После 20 мы сделаем большой эфир. Сначала он должен был посвящен быть волшебнику изумрудного города, произведению незабвенному и проблемам власти. Но поскольку выкатили на Reuters план Трампа, то, в общем-то, появилась дополнительная тема, которую мы, так сказать, тактически введем и широкими мазками рассмотрим. Настя, привет. Привет, добрый вечер. Да. Напомню, что Анастасия Пилявский, она как раз специалист по Индии, 20 лет ею занимается в Кембридже, как бы институт Индии, в котором она работает, знает прекрасно и индийскую элиту во всех аспектах этого слова, поэтому глубоко в теме, знает, что происходит, как происходит, почему происходит, и поэтому, ну, я думаю, что в Украине пару человек всего есть. Я на следующей неделе еще позову, может быть, кто так глубоко разбирается в теме. Поэтому вот мы к Насте обратились. Ну, давай начнем с чего. Как, ну, насколько, скажем так, высока перспектива перерастания этого всего в полноценную войну? Потому что две ядерные державы, две державы, между которыми периодически там, за последние 80 лет протекают войны, либо столкновения, причем серьезные, было несколько серьезных войн, которые приводили к большим жертвам. Потом отношения, которые омрачаются террористическими актами, прежде всего, в Кашмире. Ну и, собственно говоря, что стало новым поводом, потому что в результате теракта там погибло более 20 человек, по-моему, несколько десятков были ранены, и это резко обострило отношения. И мы видим, как там Пакистан перебрасывает армию к границам. Индия сказала, что перекроет Инд, поскольку у нее в верховьях Инда находятся плотины, которыми можно регулировать течение. Ну, соответственно, это создает проблемы для Пакистана, поскольку Инд ключевая река, от которой питается сельское хозяйство, там промышленность и все остальное. В общем, пока что, как говорят, ситуация идет по лестнице эскалации вверх, да? Ну, надо помнить, если начинать с реки Инд, надо помнить, где здесь верх. Надо помнить о том, что все реки Северной Индии, а также реки все Пакистана, надо вспомнить, где они начинаются. Вот ты помнишь, где они начинаются, где их верх? Понятия не имею. В Пакистане, В наверное. Тибете. В В Тибете, ну, в Тибете. Тибете где-то. В Ну, Тибете, в Тибет. Китае. Да, вот, так что начнем с реки, да, значит, мне кажется, это очень важно, значит, понимать, что, во-первых, Индия не может заблокировать реку Инд, это просто сейчас эскалация угроз происходит с обоих сторон, значит, она физически не может заблокировать реку Инд, она это угрожает это сделать где-то 10 лет уже, без того, чтобы затопить самые такие важные агрикультурные земли, вот тот же Пунджаб, от которого Моди очень сильно политически зависит, который проголосовал против него и так далее. Так что этого не будет. Вопрос действительно серьезный о том, будет ли здесь полноценная война. Опять-таки, нужно думать о том, что мы имеем в виду, когда мы говорим полноценная война, будет ли какая-то полная война между двумя странами. Нет, это очень вряд ли, и даже риторика ядерная тут пока что отсутствует, при том, что все очень накалено. Значит, война в Кашмире, я думаю, я почти что уверена, она разовьется, она уже начала развиваться этим утром, потому что, ну, эта война, в принципе, в вялотекущем состоянии уже находится очень давно, с начала основания Индии, в принципе, 1947 года, раздела Индии и Пакистана. Вот, это, конечно, подогреется. Вот. Вопрос тут стоит таким, ну, вопрос, который интересует всех, стоял ли Пакистан за этим терактом. И это тоже не факт, что он стоял. Вот. Значит, с одной стороны, Пакистан сейчас находится в
загнанном положении. Внутри у них много внутриполитического хаоса. Значит, военные, в принципе, правят страной. Между военными и гражданскими властями очень большое напряжение. В марте этого года, вот совсем недавно, было происшествие, которое как-то так пролетело мимо хедлайнов, но в Балучистане, в котором кипит сепаратистская деятельность и работает очень активно Талибан, был угнан поезд в Пакистане, и правительство отказалось, попыталось смягчить эту ситуацию, а террористы, которые угнали этот поезд, сказали, что они там убили 80 военных, и там даже были члены правительства. Вот. То есть сейчас, кроме того, что экономически и политически Пакистан очень сильно изолирован, военным нужно показать свою силу, а они очень сильно на данный момент проигрывают Талибану и на афганской границе, и вот этот вот в Балучистане. Вот. Так что вполне вероятно, что они могли попытаться как бы показать свою силу таким образом. Это очень напоминает 7 октября, конечно. Очень похожа группа террористов заходят в страну и именно атакуют туристов, отдыхающих. Да? То есть погибло 26 человек. Это была тургруппа, которая на лошадях по красивым, Кашмир очень-очень красивый штат, и вот они там в лесах блуждали, и на них напала группа, она атаковала, это были исламисты, они атаковали мужчин в основном, они над ними издевались, и именно над индуистами они их заставляли снимать штаны и показывать, обрезанные они, не обрезанные, если они говорили, что они мусульмане, они их заставляли молитвы читать, чтобы узнать, действительно ли они мусульмане, вот, и вопрос теперь очень остро стоит в парламенте. Сегодня этот вопрос был задан в Индии, почему не было там военного присутствия, почему они могли туда пройти. С одной стороны, можно сказать, что индийское правительство могло создать контекст, как было многими сказано в Израиле, что это специально как правительство Израиля позволило теракту произойти для того, чтобы создать казус белли для атаки Газы. Вот тут то же самое, был намек на это, но правительство, в принципе, достаточно внятно, по-моему, объяснила, почему там не было военных, потому что туристы обычно начинают заходить в Кашмир, который очень холодный штат, там много снега, вот они заходят в мае месяце и начинают охранять эти зоны, а сейчас глобальное потепление, и туристы уже начинают приходить вот в раннем, среднем, в середине апреля, и вот поэтому, в принципе, это достаточно убедительно. Возвращаясь к вопросу, стоит ли за этим Пакистан, с одной стороны, можно сказать, что военному правительству Пакистана это может быть внутриполитически выгодно, показать, что вот они могут атаковать Индию, а это всегда политически выгодно, ну, как в Индии, так и в Пакистане. С другой стороны, они сейчас в таком положении, что им невыгодна война с Индией. Ну, как бы, если думать о том, что им нужно очень сильно развивать экономику. Недавно было посещение первый раз за 15 лет министра иностранных дел Пакистана в Бангладеш. Вот, они пытаются альянс какой-то создать с Бангладешем, вот, и как бы не очень им это сейчас. Ну вот не знаю, как-то так. Ну, то есть ты прогнозируешь, что это будет скорее такой локальный какой-то конфликт, который у них там на уровне штатов периодически напряженность какая-то возникает, Да. но она не перерастает в глобальную напряженность, что за всеми странами этими, за обоими странами торчат, скажем так, и большие интересы, потому что, допустим, Пакистан играет важную роль логистическую, ну и в принципе, скажем, геополитическую для Китая того же самого, Каракарумское шоссе, там порт Гвадар, там и все остальное, это проект Гвадар. Вот, поэтому я думаю, что с учетом того, что Моди и Си Цзиньпинь после Казанского вот этого форума ШОСа хорошо начали общаться,
и коммуницировать. Я думаю, что Китай, который пытается отстроить отношения с Индией, тем более на фоне его такого уже лобового столкновения со Штатами, он будет искать инструменты сдерживания и давления там, на Пакистан в том числе. И это, наверное, касается и Индии, которая тоже как самостоятельный игрок и очень крупный игрок. Но опять-таки на нее тоже завязываются куча интересов там, самых различных стран, включая и Штаты, и Европу, там, и Китай. Вот, поэтому я тоже исхожу из логики того, что вот это вот, как бы, скажем так, будет эта рамка давлеть над Моди, потому что, прежде всего Моди, потому что, наверное, он будет этот темп задавать вот в этом столкновении, как более крупный, как более ресурсный, и как пострадавшая сторона, которая определяет, скажем так, уровень ответа. Вот я думаю, вот так вот все выглядит. Да, да, абсолютно так. То есть в Пакистане Китай сейчас строит очень для себя важную ветвь своей вот этой Belt and Road инициативы, своего торгового пути. Это их выход в Арабское море. Они не очень довольны Пакистаном, потому что их компании, которые сейчас строят эту железную дорогу, на них были атаки террористические, были талибские атаки, и пакистанская армия, которая им гарантировала безопасность, она ее гарантировать не может. То есть Пакистан, наоборот, нужно показывать. Это очень выгодная вещь для Пакистана. Им очень сейчас нужно показать Китаю, что они все-таки могут сдержать страну и не будут развязывать войны. Да, Моди, смотрите, что за примечательно, очень важно, что это случилось в тот момент. И частично от этого многие аналитики думают, что действительно Пакистан стоял за этим, что на момент теракта в Индии прибывал Джей Ди Ванс, который только сегодня утром уехал, то есть он не сократил свой визит. В это же время Моди был у саудитов в Саудовской Аравии. Вот он вернулся быстрее намеченного в Индию, но смысл тот, что Джей Ди Ванс там был не только для того, чтобы развивать экономическое и торговые отношения с Индией. Он там был явно для того, что это был длинный визит, по-моему, 5 дней, и он там был для того, чтобы обсудить более серьезные стратегические вопросы военные. Позже в этом году в Индии будет Трамп. Он приедет на встречу Quad, которая будет встречу четверых, то есть это Япония, это Корея, это Соединенные Штаты. Вот. И они будут обсуждать, Ванс явно это обсуждал, и на этой встрече тоже будет обсуждаться именно безопасность и военная кооперация. То есть Трамп, он единственный, который назвал вот этот вот альянс Quad военным альянсом. Да? То есть он действительно смотрит на Indo-Pacific, Индо-Тихоатлантическую зону, которая, кстати, это термин, который придумал Обама. Вот, как на очень важную, ключевую для себя территорию. И тут важно понимать, что ни Япония, ни Корея, ни Австралия не могут быть главным партнером США военным в этой зоне, потому что они, в принципе, находятся они сателлиты Китая экономические. Япония, Австралия и Корея. А Индия не сателлит, хотя торговые отношения с Китаем, как я уже говорила в эфирах, увеличиваются, сейчас растут. И вот Индия и Китай сейчас прям на грани подписания большого торгового соглашения, где Китай, ко всему прочему, соглашается сбалансировать торговый дефицит гигантский, который в 100 миллиардов на данный момент между Индией и Китаем. Так что там очень большое идет сближение. Но все же Индия действительно независимый агент, независимый актер здесь. Так что вот США очень смотрит пристально на Индию как вот на свою базу в этом регионе. Так что да, абсолютно будет давление, уже происходит давление. Это видно потому, например, что New York Times выпустил статью с заголовком, что это была атака военных, атака милитарная, вот,
Госдепартамент сразу ответил на это и сказал, что это был терроризм, что не надо это связывать с государственными структурами Пакистана. И Трамп точно так же подтвердил это твитом, что он это не считает пакистанской атакой на Индию, а просто террористическим актом. Вот. Моди тоже очень осторожно сейчас выражается. Значит, вначале члены его правительства немножечко погорячились и атаковали Пакистан, и заявили, что это было дело Пакистана. Пакистан сказал: нет, не мы, как вы можете, возьмите свои слова обратно. Ну, все это такое политическая показуха. А Моди, в принципе, сказал, что вот они уже, у них сходится как бы история. Они сказали, что вот мы нашли 4 человек, 2 из них индийские граждане, 2 из них пакистанцы, живущие в индийском Кашмире. Вот. Но что мы хотим с нашей индийской стороны, это выдачу Пакистаном Хафиза Саида, который был одним из участников в самом большом теракте в Индии, вот до нынешнего момента, в Бомбее. Помните, в 2008 году в отеле в Бомбее был большой теракт, вот, и Хафиз Саид был один оставшийся, значит, и он до сих пор находится сейчас в Пакистане, а второй был террорист в Штатах, а Штаты Трамп его уже давно Индия отдала, вот он сейчас в индийской тюрьме сидит. Вот, и мы посмотрим, то есть правительство на данный момент сократило как бы объем обвинений вот на эту группировку и на Хафиза Саида конкретно. Так что они как бы отматывают назад свои обвинения Пакистана, видя, что... Да. Ты знаешь, ты пока говорила, мне это начало напоминать, значит, ситуацию с Крокусом. Помнишь, вот когда был этот теракт в Москве, и Россия тоже сначала так борзо как бы начала отыгрывать эту версию с Украиной, но потом оно все начало разваливаться очень быстро по ходу, и в конечном итоге привело там в Центральную Азию, и следы запутались вот до сегодняшнего момента, как бы никто там уже точно не говорит, кто, что, какая-то группировка, это ИГИЛ Харасан, там, которая бродит где-то в Таджикистане там, или в Узбекистане, или вместе взятых этих странах Центральной Азии. Так вот, у нас вот один наш подписчик, гражданин ЮА, вот он такой интересно написал пару комментов. Он пишет, что это очередная афера Кремля. Прокомментируешь вообще как бы русский след, я думаю, что это не так. Пакистан около 30 лет обучал и финансировал террористические группировки на своей территории по заказу западных стран, в том числе США и Британии. Об этом заявил Минобороны Пакистана, глава Минобороны Пакистана Асиф в интервью Sky News. По мнению Асифа, спонсирование обучения террористических групп было ошибкой, Пакистан за это поплатился. Он также отверг обвинения в адрес Пакистана в использовании боевиков как прокси войск, заявив, что этим занимались сами Штаты. То есть, походу, еще стрелки на Штаты переводят. Да. Но сейчас это очень популярно политически, то есть вот такая антизападная риторика сразу посыпалась из Пакистана. Вот, и я думаю, что эта риторика, это как бы апологет в сторону Китая, что нет, все-таки мы в порядке, и мы даже очень не любим Соединенные Штаты, продолжайте строить свою железную дорогу, развивайте наши порты и так далее. Вот, так что я думаю, что тут руки Кремля, с трудом она прослеживается, даже пальца Кремля как-то не очень заметно. Вот. Больше это может быть, если как бы переместить свое внимание, это больше может быть происходит в Бангладеше, но тут действительно немножко другая ситуация. И связь Бангладеша с Пакистаном, может быть, там проследуется рука Кремля, просто в том, что Кремль был очень близок с прошлым правительством Бангладеша, которое, напомню, значит, было под правлением одной партии, одного правительства 15 лет. Это правительство было изгнано в прошлом году. Были студенческие протесты, у них такой Майдан был свой. И вот некоторые комментаторы считают, что этот Майдан, не обошлось без руки Кремля. Вот. Кремль любит Майданы. Вот. И в этом контексте вполне вероятно, что новое правительство Пакистана, у них выборов после этого Майдана не было. Сейчас правит Пакистаном как бы надзорный над правителем Мохаммед Юнус.
Вот, он забавная фигура, но вот я сейчас прошерстила российскую реакцию на все это, и там очень много, очень так ярко фигурирует хорошие новые отношения с Бангладешем. Представитель Бангладеша был один из всего 3 представителей вот на Казанском собрании из Южной Азии, то есть они явно там, что-то они там шурдят. Но опять-таки я по Бангладешу небольшой специалист, но если рука Кремля где-то и прослеживается, то это там, а не в Пакистане на данный момент. Нужно еще помнить, ну, про индийскую сейчас военную позицию, о том, что у Индии 50 тысяч их военных сейчас на границе с Китаем стоят все-таки, при том, что Индия расширяет свои торговые отношения с Китаем. Напряжение военное, которое подогревается, естественно, повесткой США и ее интересом в регионе. Вот. А военное противостояние между Индией и Китаем, оно вот находится в таком полуспячем, но все же живом состоянии. И поэтому у них просто сейчас военных не хватит для того, чтобы атаковать Пакистан со всей своей мощью. Они, то есть даже на уровне Кашмира, вот этого региона, который был в состоянии войны, ну вот с рождения Индии и Пакистана, там она будет не гигантской. Вот, то есть большого конфликта я совсем не ожидаю, но такого регионального, вот, ну, локализированного, да, конечно. Во-первых, в манифесте Моди в 2003 году, когда он только-только приходил в премьерство, манифест включает в себя обещание, значит, репатрировать, как там сказано, забрать себе весь Кашмир. А после этой атаки и после заявлений резких со стороны индийского правительства Пакистан вышел из соглашения 1972 года, это называется Шимловское соглашение, где согласились как бы границу вот по линии разграничения, по линии фронта обозначить, договориться, что это будет граница между Индией и Пакистаном. Хотя это соглашение, оно много раз как бы нарушалось обоими сторонами. Пакистан из него вышел на данный момент. То есть они как бы клюнули на в ловушку попали индийской моде как бы манифеста, и в принципе у Индии сейчас даже такая со стороны Пакистана появилась легитимная возможность, ну, продвигаться в Кашмире. Вот. У меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, ну вот здесь вот пишет тоже гражданин ЮА, продолжает. Столкновение между двумя ядерными державами всегда вызывает беспокойство, подчеркнул министр. Значит, он там выше написал, я не дописал, это история против Байдена по поводу напряженности между Исламабадом и Нью-Дели. Он отметил, что внимание Трампа и всего мирового сообщества помогло бы урегулировать конфликт. Ну, то есть логика понятна. Тем более, что если готовился как бы готовится визит Трампа, то Трамп может и здесь попытаться набрать очки вот на такой игре. Но я вот как раз хотел по поводу самого Трампа и вот этой всей тарифной войны, которую он объявил там чуть ли не против всего мира, что как вот в Индии восприняли вот эту вот политику внешнюю США, которая, ну, достаточно хаотична и импульсивна. Ну, выглядит она, то есть, как бы как некий план, который они пытаются развернуть и реализуют его там то ли в рамках этого плана Heritage Foundation, то ли в рамках там каких-то своих глубинных каких-то других стратегий. Но логика понятна. Там, да, решить вопросы дисбаланса в торговле с Китаем, вернуть производство и так далее и тому подобное. И вот, естественно, страны региона в том числе тоже попали под этот тарифный удар. И, естественно, в этих условиях, ну, есть, наверное, какое-то отношение к этой игре Трампа и его команды. На Трампа в Индии сейчас смотрят с такой ухмылкой, как многие в мире этом. Значит, и что очень интересно, что вот я наблюдаю с января месяца отношение к Трампу, и к США, и к Китаю, начался очень серьезный сдвиг в индийском восприятии, вот в медиа, в ежедневных разговорах от как бы веры в США и как бы веры в ее стабильность в рост уважения к товарищу Си,
и к Китаю, потому что они в данной ситуации кажутся намного более резонными, намного более спокойными, и вот действительно лидерами в том, что сейчас уже специалисты, есть такой новый buzzword геоэкономика, да, не геополитика, а геоэкономика, то есть смесь экономики и замещение традиционных военных средств безопасности экономическими средствами безопасности, которые, конечно же, Трамп предъявляет как своей новой политической теории, своим новым подходом к миру, но, честно говоря, китайцы давно уже этим занимаются. И Моди, который первое, что он сделал, когда он пришел вообще в премьерство, один из его первых визитов, это был визит в Китай, и он был очень впечатлен тем, что он увидел в Китае. Он очень впечатлен тем, что как любят китайцы товарища Си, и увидев просто вот машину китайскую, экономическую и благополучие, как бы он для себя это создал модели. И это отражает видение вот в Индии, в которой Китай никогда не фигурировал как пример, никогда не фигурировал товарищ Си, как и вообще китайцы, как люди, которым нужно подражать. Вот сейчас это очень сильно меняется наряду с тем, что Трамп выглядит достаточно как смешная фигура, ну, не только из Индии, но в Индии включительно. Вот, как-то так. Мгм. Ну так в этом аспекте как бы у Трампа совсем не так много козырей, там, чтобы разыгрывать их в Индии, вот даже на фоне вот этого кризиса. Нет, козыри у него остаются, даже при том, что, может быть, его репутация подмочена в Индии, как и во многих других местах. Индия в военном плане очень сильно зависит. Да, как я раньше говорила, по-моему, у тебя индийская, значит, военная техника очень сильно в моде ее с 16 года, но, естественно, с начала 22-го еще усилилось это движение индийской военной техники от российских устройств, систем и калибров к натовским. И тут США, конечно, которая объявила Индию своим главным военным партнером в этом регионе, и которая недавно объявила, Трамп недавно сказал, что Индия к 2030 году должна стать главным торговым партнером для США. То есть Индия очень сильно поддерживается США в военном смысле. Они Индию развивают как своего главного партнера в самом главном стратегически важном регионе. Так что у Трампа очень много карт, очень много гуманитарных программ идут в Индию. Вот то, что мы слышим о том, как урезалась помощь во многие регионы, мы в Индии этого не слышим, потому что как раз Индия во многих программах была исключена из этих обрезаний. Мгм. Слушай, а какая судьба вот этих всех транспортных коридоров, через которые, ну, которые там проходят либо через Индию, либо через Пакистан, там, да, ну, потому что есть, мы знаем, как бы шелковый путь китайский, который идет, ну, он, получается, северный, как бы идет, но он по морям же тоже рядом проходит, как бы там, да, и Китай, в принципе, заинтересован вот в этих коммуникациях, как инструменте там своей экспансии в Евразии и, в принципе, как инструмент стабилизации ситуации в Евразии, потому что страны, которые вовлекаются, они, в принципе, вынуждены каким-то образом отстраивать свою внешнюю политику, и для Китая это тоже такой как бы инструмент влияния очень мощный. Плюс, Да, да. плюс на фоне, опять-таки, того, что натворил Трамп за эти 3 месяца, по сути, 2 с лишним месяца, да, по сути, даже как бы там возникло то, что еще там 3 месяца быть не могло, там в разговоры по поводу там каких-то маневров между Европой и Китаем, скажем так, сближения их позиций, ну, хотя это пока все такие домыслы, как бы там, да, но мы знаем, что Китай активно ведет там политику в определенных странах Европы, и с Францией особые отношения, и с Венгрией, и с Британией, кстати, тоже. И Британия как бы там тоже не последнюю роль играет в этих отношениях с Европой. Поэтому вот эта ситуация, она каким образом бьет вот по этим всем планам?
Дело в том, что вот то, что я сказала раньше, что Моди очень впечатлен Китаем и очень впечатлен товарищем Си. Главное, мне кажется, что он копирует, вот просто по калечке у Китая, это торговые пути. То есть, с одной стороны, Индия строит IMEC коридор, то есть через Ближний Восток в Европу, да, а с другой стороны, они также строят менее как бы известный коридор, который, естественно, он не двигается на запад, он двигается наоборот на восток и на юг. Это коридор Бимсек, он называется. Значит, это дорога Индии абсолютно по морская, но в основном наземная, через Бангладеш, вот, в Юго-Восточную Азию, в конечном итоге в Индонезию, которая гигантский рынок, является гигантским рынком, и вообще та сторона мира, на которую мы мало как-то обращаем внимание. Значит, нужно вспомнить, что когда Трамп объявил свои тарифы против Китая, первым делом, что сделал товарищ Си, он поехал в Японию, в Вьетнам и в Малайзию, да, то есть вот Юго-Восточная Азия – это сейчас абсолютно ключевой гигантский рынок, за который будет происходить борьба. И туда же пытается двигаться Индия через Бангладеш. И тут опять-таки Бангладеш становится критическим перекрестком, потому что Китай тоже через этот же Бангладеш может продвигаться на те же рынки. Вот. И я только что вот вчера говорила с коллегой и другом, который сейчас, он антрополог, который работает в Бангладеше, и он говорит, что в то время, как после этого Майдана в Бангладеше в августе прошлого года Индия вышла из хороших отношений, которые очень были близкие с бывшим правительством, и я думаю, это тоже под давлением США здесь произошло, значит, Китай начал колонизировать Бангладеш, то есть гранты, лоны, китайское присутствие, китайские компании и так далее. А Бангладеш – страна, которой вот позарез нужно торговые отношения, которая очень бедная. Вот, то есть борьба сейчас вот за этот такой как бы мостик в Юго-Восточную Азию. Мне кажется, вот именно эти торговые пути, этот коридор вот тут будет ключевую играть роль. Вполне вероятно, что Индия и Китай смогут здесь даже коллаборировать, если у Индии хватит, ну, как бы, мне кажется, у правительства Индии хватит ума не потерять Бангладеш, потому что если они потеряют Бангладеш, тогда, конечно же, они потеряют этот путь. А на данный момент у них такие отношения, что вполне это может быть. И опять-таки конфликт с Пакистаном может опять-таки ухудшить. Нужно помнить, что Бангладеш это тоже мусульманская страна в основном. Это ранее был Восточный Пакистан, да, западный Пакистан, который потом разделился на две страны после очень кровавой войны. Вот. И опять-таки в контексте того, что Пакистан сейчас строит отношения с Бангладешем, то есть 15 апреля приехал, впервые за 15 лет приехала премьер-министр Пакистана, не премьер, а министр иностранных дел Пакистана в Бангладеш. После этого глава пакистанской армии сделал такие яркие заявления против индуистов, провокационные, на базе которых сейчас индийское правительство, члены индийского правительства говорят, что за терактом стоял Пакистан. И потом через 5 дней произошел вот этот теракт. То есть в Индии, в всяком случае, многие верят в то, что вот эта вот связка Пакистана с Бангладешем и теракт, они не случайные. Вот, то есть тут нужно внимательно смотреть. Вот. Ну да, и в контексте, естественно, то, что я уже сказала, что как важно для Китая путь через Пакистан к портам на Арабском море, в Арабском заливе. Вот. И опять-таки для Пакистана это будет, я думаю, сдерживающим элементом. Да, они это прямо... Вот, опять-таки та часть той же геоэкономики, да, которая становится новым мировым порядком вместо геополитики. То есть и в этом смысле тут не экономисты нам будут рассказывать, как будет действовать экономические процессы, как они будут плыть, а политики. Да, потому что именно геополитические смыслы, они, с одной стороны, безопасность будет зависеть от бизнеса и от бизнес-сделок и от общих бизнес-интересов, но, с другой стороны, эти же бизнесы будут управляемы намного более политическими
структурами, мне кажется. Ну, вот смотри, не будучи специалистом там по Индии, там, ну, скажем так, понимая, там, ну, скажем, там, логику, связанную с борьбой за власть, там, да, прослушав вот все, что ты говоришь по поводу расклада в регионе, ну, сложно не заметить, что очень вовремя произошел этот теракт, ну, в кавычках вовремя, потому что, по сути, вот определяется, идет регион, ну, Индия, прежде всего, подходит вот такой ситуации, когда нужно будет делать такой фундаментальный стратегический выбор, тем более, что Трамп всех ставит вот как бы перед фактом, что вот мы сейчас тарифами дожмем, что и те, кто не самоопределится, те, кто пойдет к Китаю, те об этом пожалеют, ну и, соответственно, наоборот, тот, кто окажется в нашем пуле, тот будет извлекать выгоду. И, ну, тут на кону просто, там даже не вопрос денег, это вопрос глобальной власти, поскольку ты абсолютно правильно обратила внимание на регион Юго-Восточной Азии, Индонезия, под 300 миллионов человек. Кстати, мы на следующей неделе, скорее всего, будем делать интервью с послом Украины, бывшим Василием Гамяниным, который до недавнего времени был в Индонезии, а сейчас уже в Конго переехал, в Демократическую Республику Конго, и будет вот тоже такой интересный эфир, потому что он очень хороший профессионал, и много рассказывал про Индонезию, у нас несколько эфиров было. Так вот, вот в этом контексте получается, что как раз вот когда пришли в действие вот эти тектонические плиты, то вот этот теракт, он как бы создает необходимую динамику, необходимый контекст для того, кто, скажем, наверное, хочет вывернуть вот в эти процессы там в свою пользу. И, ну, как бы, и тут вот просто пока непонятно, кому выгодно, как бы, да, вот в этой ситуации. Потому что, ну, вот из того, что мы видим, Пакистан явно пытается отстроиться, Моди не спешит, как бы, потому что понимает все сложности. Там, Китай, ну, точно не заинтересован в этом всем. Ну да, вот именно поэтому я думаю, что теракт, хотя, ну, сейчас так много всего все время происходит, что любое происшествие, оно кажется вот неспроста, вот, но именно потому, что я вообще интересов этого не вижу, кроме того, что ну, тут два потенциальных интереса, в принципе. Один – это внутриполитический пакистанский, да, о котором я уже говорила, что армии сейчас было бы неплохо показать их силу. Это очень важно политически, ну, как мы видим, не только в Южной Азии, но особенно в Южной Азии, в Пакистане, вот, после таких вот провала в марте месяце. Вот, можно сказать, что Моди тоже, у Моди очень такой политический тонкий происходит все время, все его правление, очень тонкий баланс между сатисфакцией аппетитов индуистских националистов, да, есть же контингент его людей, которые за него голосуют, а также большой контингент в его партии. Так, Настя вывалилась. Может, сейчас вернется. О, ты на секунду вывалилась на слове, а также контингент в его партии. Угу, да, то есть, ну, в партии, в контингенте есть определенное давление, значит, атаковать мусульман, атаковать Пакистан, вот, а с другой стороны, подавляющее большинство его электората, они абсолютно не заинтересованы, многие против индуистского национализма, они заинтересованы в развитии экономики, развитии индийской репутации на глобальной арене и так далее, вот, и он все время как бы балансирует между, то есть, вполне вероятно, что и это может быть в каком-то внутриполитическом его интересе показать, что вот мы даем отпор, создать как бы казус белли для того, чтобы продвинуться в Кашмире. Но опять-таки, если бы Индия собиралась продвигаться в Кашмире, у них бы не стояли все их войска на границе с Китаем. То есть я вижу очень мало здесь интереса. И вполне вероятно, что это действительно был просто теракт группой, которая, ну, как бы давно этим занимается. Просто тут у них получилась такая возможность, именно связанная с тем, что туристы сейчас начали приходить раньше, и они увидели, что там просто есть окно возможностей, и войска, которые обычно присутствуют в этой зоне, их там просто не было. Вот. Вполне вероятно, что иногда вещи просто случаются без больших каких-то интересов, очень часто, кстати.
история Да. двигается более хаотично, чем нам хотелось бы. Да, ну и запускает огромный маховик. Тут можно Гаврила Принципа вспомнить, который там как бы раз промахнулся, а потом пошел с горя пить вино там в кафешке. И надо же было такому случиться, что этот эрзерцог Фердинанд поехал прямо по этой улице, по которой не должен был ехать. И вообще ему говорили, не нужно ехать, потому что вот теракт произошел. А он поехал, и машина заглохла вот прямо возле, ну, короче говоря, возле этой кафешки. И тут достал пистолет и выстрелил. Да, Поэтому да. дело случая, Вот. история Да, есть. да. Ну и дело в том, что опять-таки и случаи, и внутриполитические такие локальные процессы. Ну, например, сейчас в Индии происходит много протестов против Пакистана, значит, за ответку, которые подогреваются оппозицией Моди. Очень забавно, потому что, в принципе, это партия Конгресса, которая всегда говорила, что вот мы миролюбивые, мы не хотим войны с Пакистаном, а это вот Моди и BJP хотят этого. Вот, они как раз очень даже это подогревают, ну, как бы заставляя Моди политически думать о том, чтобы эту войну все-таки как-то что-то там в Кашмире показать. Вот. Я надеюсь, он не будет на это клевать, пока что мы наблюдаем, и, как ты правильно заметил, с обеих сторон там очень много осторожностей, и я думаю, что станет понятно, в принципе, куда двигается этот конфликт, когда мы узнаем, отдаст Пакистан Хафиз Саида или не отдаст. Потому что Мгм. если они его отдадут, тогда это будет, ну, такая очень жирная точка на всем этом. И там продолжатся какие-то, может быть, стычки, как они продолжают Мгм. происходить. Дело в том, что забавно, это то, что все теракты, которые действительно за которыми стоял Пакистан, в Кашмире индийском, все они были направлены на индийских военных, на армию и на полицию, то есть абсолютно на госструктуры. То есть там такой творческости там особо не наблюдалось. Вот. То есть если действительно за этим сейчас стоит Пакистан, они как-то вдохновились 7 октября в Израиле и вот решили что-то совсем новенькое сделать. Ну, как-то это трудно представить, хотя, конечно, может быть. Ну и для Моди, уже как бы под занавес нашего эфира, для Моди еще как бы вызов заключается в том, что в Индии в самой огромное количество мусульман, то есть там миллионов под 300, наверное, да, и 250-300 точно миллионов есть в Да, северном. 14% населения, очень большое меньшинство, многие из которых Моди очень активно пытается их пригрести к себе, и поэтому это одна из многих причин, по которым ему абсолютно невыгодно антагонизировать Пакистан, мусульман. То есть это очень весомое, при том, что Моди, надо помнить, вот он вернулся, ну, на третье его избрали на третье его правление, и он получил намного меньше голосов, чем он ожидал, и чем даже самые большие скептики ожидали. Ему пришлось создать коалицию, он почти потерял правительство. Вот, то есть для него меньшинства, как и христианские, но тем более мусульманские, очень сейчас важны, и многие из них уже входят в его партию, то есть вообще тут нету интереса вот, в развязывании такой войны. И мы видим, что как бы репутация Индии, он же строит репутацию Индии как миротворческого, такого глобального, спокойного, восточного деятеля, да, то есть G20, G20 там произошло в позапрошлом году, разные, как бы, Моди развивает торговлю, Моди развивает дипломатические отношения, входит в Восточную Европу, где Индии вообще никогда не было, и так далее, и так далее. Репутация такого воинствующего государства, но тут вообще ему не интересно. Угу. Хорошо, на этом будем заканчивать, по-моему, отлично. Сжато, лаконично, по-англосаксонски так вот. Англосаксонская одесская получилась. Ну да, Потому будем что... надеяться, что я права, и что действительно там, но опять-таки случай и внутриполитические давления, они могут повлиять, так что ничего не исключено, но очень вряд ли это уйдет вне локального конфликта. Хорошо, спасибо. Анастасия Пилявский с нами была. До скорой встречи. Мы общение продолжим. И думаю, еще не раз Анастасию у нас увидим в эфирах. У нас следующий эфир с Алексеем Кущем начнется после этого эфира. Потом Алексей Арестович в 20:00.
план Трампа и волшебник изумрудного города. Вот у нас будет такой очень интересный эфир, думаю. Все, заканчиваем, пока.